Здравствуйте, уважаемые господа и дамы. Начинаем очередной бесплатный эзотерический вебинар. С вами Андрей Дуйко. Я сегодня готов ответить на все ваши вопросы, которые вы задаете на нашем сайте duйко.гуру, вебинары-школы. Олеся, добрый вечер. Андрей Андреевич, здравствуйте, доброго вечера. Здравствуйте. Как вы относитесь к космоэнергетике? Этот вопрос я получаю постоянно. Каждый вебинар кто-нибудь обязательно спрашивает, как я отношусь к космоэнергетике. Мне этот вопрос не нужен. Вы должны задать себе его, как вам космоэнергетика помогает или в чем вам она помогла. В случае, если вы говорите о том, что она вам помогает, она в чем-то вам помогла, можете дальше ее успешно использовать. Сам я такой системой совершенно не пользуюсь. Для себя ее считаю малофункциональной. Но не считаю, что этим не должен кто-то заниматься и так далее. Итак, с чего бы мне хотелось начать? Очень часто появляются мужчины и женщины, которые начинают говорить: у меня нет денег, у меня не получается выйти замуж, у меня не получается что-либо сделать в моей жизни. И сегодня бы я хотел сказать, почему это происходит. Дело в том, что существует определенное правило, оно называется направление нашего делания или делания. Это очень важно. Я начну, наверное, с какой-нибудь истории. Представьте себе, что вы рыбак, и вы живете в каком-нибудь домике. И пошли на рыбалку, и после этого на рыбалке выловили рыбу и испытали от этого состояние радости. Так вот, а если вы просидите дома, то у вас радость получится, но, наверное, у вас радости никакой не получится. Но в случае, если вы считаете, что вы рыбак, то вам все равно придется эту рыбу ловить и все равно испытывать радость от того, что вы ее выловили. Именно поэтому, когда вы собираетесь или думаете о чем-либо, вы должны понимать о том, что думание подразумевает делание. В случае, если человек думает и не делает, то эта система, когда человек думает и не делает, за то, что он думает и не делает, за это его обычно наказывают. Чем наказывают? Ставят в конец очереди. Таким образом, я могу вам сказать, что если вы что-либо делаете во имя своей красоты, то вы будете красивой. Если вы делаете что-то для того, чтобы быть богатым человеком, вы будете богатым. Если вы во имя денег, то у вас увеличится материальное благополучие. Если во имя семьи, то у вас тогда делаете что-то во имя семьи, то тогда у вас семья будет успешной и, скорее всего, там вы будете получать от этого удовольствие. Таким образом, я могу сказать, что делание, оно обычно и приводит человека к тому, что называется радость. Вот смотрите, я рад от того, что я поймал рыбу. Рассмотрим, что я сделал до этого. Я рад, потому что я поймал, и значит, до этого было делание, которое обозначалось, как я делал все для того, чтобы эту рыбу поймать. Таким образом, радость не происходит в случае, если до этого не было произведено действие какое-либо. Когда человек говорит мне: Андрей Андреевич, я совершенно безрадостен, то ему необходимо задать такой вопрос: а вы что-нибудь для этого делаете, чтобы у вас ваша радость появилась? Я могу вам даже больше сказать. Хотите быть очень радостным, как можно больше чего-нибудь делайте в своей жизни. Естественно, существует целый ряд абсолютно пассивных людей, которые ничего не делают и которые стараются просто сидеть перед телевизором или сидеть перед ноутбуком или сидеть с книгой. И после этого начинают уповать на судьбу и говорить, что у меня ничего не получается замуж, меня никто не зовет, денег я не получаю, у меня не получается зарабатывать и так далее. Именно поэтому я хочу вам сказать, что делание в этом случае является... И радости нет никакой. Именно поэтому я хочу сказать, что радость появится в случае, если перед этим что-либо для этого делается. Поэтому необходимо на это обращать внимание. Скажите, у меня двоится голос сейчас? Прошел первую ступень 2015 года. Спасибо, мощная философия. Вопрос: может есть эзотерический способ уменьшить зависимость от людей и родственников? Спасибо. Выполните ритуальную защиту. Андрей Андреевич, самый лучший учитель. Вы и великая семья, очень дороги. Спасибо, очень рада. Всегда с вами, ура. Пожалуйста. Дальше. Иногда я читаю такую информацию в интернете, где очень описывается тема или мусолится, я скажу так. Мусолится тема, которая связана с самослушанием. Одна из идей, которую в свое время, наверное, дал Оша,
это возможность слушания себя или возможность прислушивания к интуиции. К чему может привести прислушивание к своей душе или прислушивание к себе? Является ли человек сам для себя учителем? Может ли человек найти путь, по которому он пройдет и будет счастливым? Ведет ли человека кто-нибудь? Об этом я бы хотел сказать гораздо подробнее. Итак, можно ли слушать самого себя? И здесь сразу же такой ответ. Можно слушать, наверное, ну вот давайте рассмотрим вот так эту сторону. Можно ли слушать человека, который без конца врет? Допустим, если вам человек врет, вы в дальнейшем будете прислушиваться к его советам? Наверное, сразу же ответ такой. Ну, скорее всего, прислушиваться к советам того, кто постоянно врет, вы не будете. А теперь вспомните, доверяете ли вы себе? Давайте я отвечу. Нет, как правило, мы себе не доверяем. Почему? Потому что мы очень часто даем себе пустые обещания, и после этого эти пустые обещания становятся пустыми, потому что мы их не выполняем. Каким образом это устроено? Допустим, утром говорите, я сегодня буду заниматься спортом, до вечера вы этим спортом не занимаетесь, тем самым дали сами себе лживое обещание. Естественно, когда ваша душа начнет вам что-то подсказывать, то будет ли это честно или нет? Но в случае, если вы даете себе обеты, обещания, там, больше не курить, вечером не буду есть, буду заниматься спортом, все с завтрашнего дня начну изучать английский язык и так далее и тому подобное, то нужно ли после этого вам прислушиваться к своей душе, к своей интуиции, и будет ли она показывать правильно? Какой я должен сейчас сказать ответ? Давайте я вам скажу его. Ну, конечно же, нет. Почему? Потому что все, что вам будет диктоваться, или все, что будет чувствоваться, это все будет лживо. А почему лживо? Потому что до этого вы были источником бесконечно, наверное, ну не бесконечно, а иногда проявляющихся обещаний, которые вы сами для себя и не выполняли. Еще такой вот ответ. Можно ли слушать самого себя? И здесь ответ такой. А вы точно знаете, что вы слушаете себя в этот момент? Дело в том, что в нашей душе существует два элемента. Один элемент, его можно условно назвать конструктивный. То есть это тот элемент, который приводит к тому, чтобы было созидание, чтобы что-то конструктивно решалось. И второй деструктивный. Это то, что заставляет человека ругаться, ломать. То есть когда человек начинает реагировать на какие-либо ситуации жизненные, один человек может, там, как у нас был президент Украины в свое время был Виктор Янукович, и он обладал вот такой вот двойной конституцией своей души, и у него деструктивная система, она иногда была очень ярко заметна. Однажды во время разговора с журналистом, он, сидя перед камерой, сломал вот так ручку. То есть это говорит о том, что деструктивные проявления его внутренней личности, они были гораздо сильнее конструктивного проявления личности. То есть он не мог контролировать. Естественно, можно ли слушать себя? Тогда скажите мне, какую из сторон вы будете слушать? Ведь очень часто сторона деструктивная, скорее всего, приведет вас к каким-то деструктивным изменениям в вашей жизни. Сторона конструктивная, скорее всего, приведет вас к каким-то очень хорошим жизненным ситуациям. Ну и в тот момент, наверное, когда вам необходимо принять какое-либо решение, вас любое высказывание в эту... Вот, допустим, как определить, на какой стороне вы находитесь, на конструктивной или деструктивной. То есть, как определить, можно ли слушать самого себя. Я считаю, что если конструктивная сторона, то есть смысл прислушиваться, а если деструктивная, то нет смысла. Как определить, идея, которую вы хотите создать или которую вы хотите реализовать, является деструктивной или конструктивной? Для этого вам необходимо спросить у кого-нибудь совета. В случае, если совет вы берете у своего близкого человека, который не хочет на вас ни заработать, ни что-то отобрать, ни в чем от вас не зависим, и вы у него спрашиваете, нужно ли мне этим заниматься. И в случае, если человек говорит нет, в случае, если это вас очень сильно раздражает, это говорит о том, что сторона деструктивная, скорее всего, влияет на вас, и вы неправильно принимаете решение. Сейчас, одну секунду.
В случае, если у вас восприятие информации вызывает состояние такой вот мягкости, нежности, спокойствия, то тогда это вам диктует конструктивная сторона вашей души. Естественно, в случае, если вы возбуждены, если у вас очень возбужденное такое состояние во время того, когда вы начинаете заниматься каким-то делом, а также сама идея заставляет вас возбуждаться, переживать, заставляет вас нервничать, то это говорит о том, что вам подсказывает, скорее всего, ваша деструктивная сторона. И этим нет необходимости, скорее всего, заниматься. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, какую мантру читать для хорошего урожая? Какую-нибудь мантру для хорошего урожая читайте мантру Амитабхи. Намо Ратнатарая, намо Амитабая. Вопрос по СНГ-25 ясновидения. Что делать, если все представления получаются по левую сторону, а правая затемнена вся? Так ладони, открыв глаза, вижу левую ладонь, правая затемнена, не вижу особо. Еще не получается представить яркий свет. Но могу представить экран кинотеатра, правда маленький. Каждый раз, когда человек начинает развивать у себя канал ясновидения, он по чуть-чуть начинает его развивать. Это как ребенок, который только пробует делать первые шаги, начинает падать. Естественно, сразу и очень концентрированно, и очень четко ни у кого никогда не получается. Сейчас я написал семинар. Я его написал за сегодняшний и вчерашний день. Я этот семинар писал с позиции ченнелинга. То есть я попытался связаться с главными тибетскими мистиками или йогинами Тибета. Когда они умерли и переродились, то информационная модель такого существа осталась на матрице божественного информационного поля. Я, как человек, обладающий ясновидением, могу свободно подключаться к такому информационному полю и общаться вот с такими существами энергетическими. И они мне дали возможность, то есть для меня провели вот такой вот 3 или 4-часовый урок, в ходе которого Тилопа, Миларепа, Наропа и так далее дали свои рекомендации для обычных людей. И это сейчас превратится в семинар, который я собираюсь на следующей неделе презентовать, который будет называться «Тибетская магия». Очень интересно для меня чтение того текста, который вышел, он тоже является уникальным, знаете, и тоже многому чему меня обучает. Сангэ, которые размещены у вас на сайте и которые прошли более чем 2 недели назад, будут иметь силу, так вы ранее сказали, что спустя 2 недели после их выпуска становятся менее эффективными. Так ли это? Можете их проходить. Подскажите, как успешно эзотерически сдать экзамен в институте. Представьте, будто те люди, которые принимают у вас экзамены, это ваши родители. Таким образом, а себя представьте маленьким ребенком. После этого хорошо сдадите. Мария Маликова. Андрей Андреевич, если родная сестра в ночь, полночь звонит правильно, да, и рассказывает, что у них, да как, извините, покакал, да пописал, мне это надо, для нее важно, не хочу слушать, но сестра. Найдите идею такую и скажите, что я вечером не могу, я очень устаю, и отключайте на ночь телефон. Никто не запрещает вам выключать на ночь телефон, я тоже так делаю. Поблагодарила вас, нажав красную кнопочку. Подскажите, пожалуйста, что мне сделать, чтобы продать грузовой автомобиль? Вам необходимо пройти практику, которую я давал на первой ступени школы Кайлас. Там очень много эзотерических методов. Один из них сделать, подарить эту машинку маленькому ребенку, который будет с ней играться. То есть вы покупаете маленькую копию автомобиля, который вы хотите продать, и после этого дарите своему близкому или не близкому ребенку, который будет с этой машинкой играться. В тот момент, когда он будет играться, он будет мечтать, как будто он на ней ездит. В этот момент вы будете фактически продавать свою машину. Это очень эффективный способ, проверен многократно. У меня отношения с мужчиной 2 года сейчас. Обстоятельства сложились так, что мы сможем создать семью и жить вместе. Мы любим друг друга. Когда он рядом, все замечательно, можно сказать идеально. Когда уезжает, мне становится очень плохо. Как будто сил не хватает.
а он становится раздражительным. Подскажите, пожалуйста, почему так происходит? Может, мы не то что-то делаем? Так и должно быть. Тревога по поводу близкого человека обычно делает человека раздражительным. Переживания, которые испытывает женщина по поводу того, что рядом с ней близкого человека нет, скорее всего, вы уже созданы для того, чтобы организовать эту семью. Ну и вам нет необходимости разъезжаться или нет необходимости расставаться. Все же в ваших руках. Сделайте все для того, чтобы у вас было совместное жилье, чтобы вы видели каждый день друг друга. Также сделайте такую работу, чтобы вместе можно было работать. Люди очень часто говорят мне такие слова: Андрей Андреевич, у нас не получается вместе работать, у нас не получается вместе жить и так далее. Я хочу сказать слова такие: все в наших руках. Каждый человек может создать для себя свой бизнес, может создать бизнес совместный со своей женой. Это только желание. Очень хорошие слова когда-то кто-то сказал. Там было сказано, что если человек что-либо делает для своих желаний по чуть-чуть, то обязательно эти желания у него реализовываются. Очень много людей думает о чем-то и очень много рассказывает о том, как у них не получается или получается и так далее. Или как бы они сделали, будучи на месте того-то и того-то. И после того, когда они начинают что-то делать, они понимают, что у них ничего не получается, и они ничего не умеют. Поэтому я могу дать совет. В случае, если вы хотите что-то делать, делайте молча. Если думаете, обязательно делайте. А если не делаете, то тогда и не думайте. Почему? Это очень засоряет карму человека. Из-за этого в жизни получается, у человека появляются неприятности. Андрей Андреевич, всем привет из Томска. Мой сын курит и выпивает, сам не может с этим справиться, становится страшным нечто. Можете ли вы по фото избавить его от зависимости? Куда мне написать, какова стоимость и как быстро по времени это можно делать? Да, на протяжении этого года, до конца года, я не буду брать людей, которых нужно убирать наркотическая и алкогольная зависимость. К сожалению, обратитесь ко мне после конца года. Сейчас я уже новых людей не беру. Андрей Андреевич, переехали в другой город, начались проблемы несколько лет. Подскажите, как эзотерически поправить ситуацию? Спасибо, ученица первой ступени. Эзотерика, выполнение практик, чтение мантр, заклинания – это все, что выравнивает судьбу человеку. На самом деле эти вопросы неуместны. Просто выполняйте практики, почистите помещение, сделайте так, чтобы в помещении была любовь, и все в жизни у вас будет получаться. Являюсь ученицей, хотела узнать, стану ли я известным визажистом или музыкантом, стану ли я вообще известной личностью, или, может, скажете, в какой области я стану более успешной. Вы, скорее всего, станете более успешной женщиной, но только в области, скорее всего, визажиста, если вы сделаете все для того, чтобы сделать свою торговую марку, а также создать свою косметику, там, я не знаю, или свою школу визажа. Все человек может сделать. Эзотерика управляет миром. У вас есть серьезные инструменты, которые могут помочь вам изменить свою жизнь и сделать так, чтобы вы были известными людьми. Почему? Ваш учитель стал известным человеком, потому что он это начал читать в интернете, а также начал проводить вот такие семинары. Можете ли вы это делать? Ну, конечно, просто человек думает, это сверху, это боги помогают. Ничего подобного. Это человек строит свою судьбу сам, зная эзотерику. Дальше. Что делать в случае, если все человек потерял? Так часто бывает, что человек оказывается в очень тяжелой ситуации, и после этого он все теряет. Теряет имущество, отношения, семью, близких. Что необходимо сделать в случае, если произошла вот такая ситуация? И что делать, если варианты выхода, как себя необходимо вести в том случае, если человек оказался вот в такой тяжелой ситуации, когда все потерял? Итак, ответы. В случае, если ты все теряешь или все потерял, тебе необходимо первое. Перестать искать виновных, так как это ни к чему не приведет. Совершенно не важно, кто сбил ребенка, очень важно, кто ему будет помогать. Именно поэтому я очень часто говорю о том, что в случае, если что-то произошло, человек теряет время, если начинает искать, кто же в этом виноват. Это не имеет значения.
так как поиск виновных все равно не приводит к тому, чтобы решать данные проблемы. Допустим, у меня заняли деньги, и после этого я их не могу отдать. И после этого я нашел виновного, того человека, который у меня занял. Говорю, отдай, и он мне не отдает. Скажите, это решает мою проблему или нет? Ответ, это не решает мою проблему, так как человек, который у меня занял, не имеет денег, потому что он это сделал специально, чтобы не отдавать. После этого, кто в этом всем виноват? Он. Но скажите, решение вопроса есть в этом или нет? Ответ такой, нет, у него денег нет, он не отдаст, тогда как решать? Никак. Второе, перестать мстить, даже если этого очень сильно хочется. Дело в том, что месть не приводит к удовлетворительным результатам, в итоге человек еще больше падает. Месть также отвлекает человека от того, чтобы решать свои вопросы, вылазить из вот такого состояния, из ямы, потери и так далее. Поэтому месть и поиск тех, кто в этом виноват, не являются основными ключевыми задачами, которые ставит человек, который все потерял. Третье. Помнить о том, необходимо всегда помнить о том, что впереди целая жизнь. Человек должен понимать, что даже если он все потерял, и в его жизни все очень плохо, он должен знать, что жизнь все равно продолжается. И у человека всегда есть возможность прожить эту жизнь от самого начала и до самого ее конца. Поэтому есть у вас деньги или нет, есть долги или нет, есть у вас дела в суде или нет, есть у вас проблемы или нет, все вы потеряли или нет, болеете вы или здоровы, вам все равно придется эту жизнь жить. Именно поэтому у вас впереди целая жизнь, даже если вы все потеряли, значит вам необходимо жить так, где вы все потеряли. Поэтому необходимо все равно сосредоточиться, не искать виновных, никого ни в чем не обвинять, никому не мстить и понимать, что впереди целая жизнь, все можно в жизни изменить. Далее. Обязательно необходимо, после того, когда вы все потеряли, обязательно необходимо сделать вывод. Этот вывод, грубо, это со мной произошло из-за того, что в этом участвовали подлецы. И дальше сказать, вот этот человек подлец, впереди у меня целая жизнь, я все смогу исправить. И после этого с этим человеком не общаться, не встречаться. Если такой человек или такое общество с вами было, обязательно необходимо сделать вот такой вот вывод. Это обязательное условие. Так как в случае, если человек на фоне того, когда он что-то теряет, не делает вывод никакой, то данная ситуация обязательно в его жизни будет происходить еще раз. Потому что наша жизнь является школой. Если это школа жизни, то в любой школе для усвоения информации необходимо сделать вывод. Если человек вывод не делает, то данная информация им не усваивается. И тогда необходимо божественное правило, что необходимо ухудшить ситуацию человека для того, чтобы в дальнейшем он все-таки понял и все-таки сделал вот такой вывод. Именно поэтому, когда от женщины мужчина или от мужчины женщина уходит, то она должна и незаслуженно, и нечестно, то не стоит этого человека ни принимать, ни помогать, ни общаться с ним. Необходимо сделать для себя вывод, сказать, этот человек был подлецом, он прожил со мной и так далее. И после этого не мстить этому человеку, не обвинять его ни в чем, а просто не думать о нем. Таким образом в вашей жизни очень быстро появится новый мужчина или новая женщина. Почему? Свято место пусто не бывает. И следующее, когда вывод сделан, необходимо произнести слова. У меня впереди целая жизнь, скоро все изменится, Бог мне поможет. И после этого просто жить. Это необходимо сделать лишь один раз. Также я очень часто говорю о том, что если человек попал в непредвиденную, тяжелую ситуацию, если все потерял, то это время, когда есть смысл использовать активно мою эзотерику, которую я даю в школе Кайлаш. Что это за эзотерика? Это эзотерика, которая связана с чтением заклинаний, мантр, с чтением кодов, которые убирают любые проблемы, приносят в жизнь материальное благополучие. Естественно, есть два, которые необходимо нарабатывать. Это искать позитив в своей жизни, а также стараться ни в чем не печалиться. То есть стараться делать так, чтобы печаль исчезла, стараться делать так, чтобы позитив был. Известным можно стать, пройдя первую обновленную ступень. Я могу сказать, что я стал известным в тот момент, когда 6 лет или 7 лет отработал руководителем школы Кайлас.
В этот момент я, наверное, 240 раз выходил в эфир, встретился где-то с 15 или 20 тысячами людей. И после этого я написал там десяток книжек, выпустил 240 или 340 часов информации в виде платного контента, бесплатного контента. Скажите, это было поводом для того, чтобы я стал известным? Да. А скажите, в случае, если бы я прошел просто первую ступень и чего-то ждал, то что бы либо произошло? Нет. А чем отличается известный человек от неизвестного человека? Известный от неизвестного отличается только своим желанием очень много работать для того, чтобы быть реализованным человеком. При этом его информация должна быть отличающейся от другой информации. У него должна быть где-то внутренняя харизматичность. Этот человек должен иметь альтернативное восприятие окружающего мира. Наверное, одной из характеристик известного человека — это элемент творчества. То есть художников много, а более творческие становятся известными. Музыкантов много, но более творческие становятся известными. Я смотрел как-то, как мужчина сочинял музыку. Это было мне очень интересно, молодой мужчина. И вот он начал сочинять музыку, и он шел старыми методами, то есть он сочинял музыку интуитивную, то есть он пел где-то так: ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. После этого это выглядело как давно пропетая полечка, он изменял эту песню, он начинал придумывать то, что по его идее никогда никто не использовал. То есть он делал так: ла-ла-ла, ла-ла-ла. И после этого сочинял вот такую музыку. И после этого сказал мне: ну как? Я ему сказал: теперь то, что было у тебя в начале, ты должен соединить с тем, что у тебя было в конце. И между ними сделать так, чтобы это было очень интересно. Он говорит: ну это же совсем по-другому, чем я хотел. Что же? Убрать телефон. Это же совсем по-другому, чем я хотел. Я ему сказал: не совсем по-другому, а чувствительнее. Потому что очень важно, чтобы в этом всем были чувства. А вы о какой-то известности. Человек говорит: я хочу стать известным. Для чего? Для того, чтобы зарабатывать на этом деньги. И это неправильно. Человек должен говорить вот так: я хочу стать известным. И после этого для чего? Для того, чтобы кто-то мог оценить мое творчество, чтобы поняли, что это крик моей души, что это мое внутреннее желание, что это мое внутреннее творчество, что это моя реализация. Таким образом, человек, который старается реализоваться, он и становится известным, кто работает над собой. Как научиться получать удовольствие от всего? Стараюсь ставить триггеры, осознанно радоваться, но ничего не приносит удовольствия. Вы должны над этим работать. Так быстро не получается. Это год обычно проходит. Проходила семинар «Быстрое замужество». В течение года мужчины предлагали замуж, а когда соглашалась, отказываются сами. Что происходит? Что сделать, чтобы свадьба состоялась? Рисуйте на своей груди шестиконечную звезду, как я рассказываю в школе. Пройдите 4-ю ступень. Я там очень много рассказываю о том, почему мужчины не хотят жить с женщиной. Дальше. Можно ли принять мир таким, какой он есть? Это следующий сегодняшний разговор, о котором мы поговорим. Очень часто в интернете обсуждается теологическая тема. И в этой теме, как бы такой есть разговор, который постоянно обсуждается. Видимо, он очень интересует людей. И один из вопросов, он звучит так: можно ли принять мир таким, какой он есть? Потому что считается, что многие люди не могут принять мир, в котором они живут. Им не нравится то, что они там бедны, или не нравится, где они живут, или еще что-то. И вот обсуждается вопрос непринятия этого мира. Я хочу задать встречный вопрос. А если у человека выбор его не принимать? Если у человека выбор не принимать, вот с этого необходимо начать. Потому что, когда человек говорит: я не могу принять мир, какой он есть, мне не нравится семья моя, не нравятся мои родители, то я обычно говорю: а у вас есть выбор не принять этот мир? В случае, если выбор есть не принимать, то не принимайте, тогда боритесь. А в случае, если вы не боретесь, то тогда принимайте. Это такое качество, которое человек нарабатывает в жизни. Добровольный выбор, он у каждого существует. Таким образом, можно
условно сказать, что если вы не можете ничего изменить, то тогда просто получаете удовольствие от того, что с вами происходит. Но если вы в силах что-либо изменить, то тогда обязательно это изменяйте, и тогда у вас будет элемент добровольного выбора. Таким образом, если вам не нравится мир, то измените все для того, чтобы он вам нравился. Потому что жить так, чтобы все время не нравилось, невозможно. Далее, высказывание, которое я нашел в интернете. Нужно ли быть хорошим человеком? Я должен ответить на этот вопрос тоже сегодня. И хотел бы, наверное, задать такой вопрос вам. А кто такой хороший человек? Наверное, хороший человек – это тот, кто любит окружающих людей. Давайте я вам скажу, что это не так. Почему? Ради любви убивают. Иногда с любовью делают разрушение семей. Иногда ради любви разрушают семьи. Иногда ради любви убивают других людей. Иногда калечат ради любви. Нужно быть добрым человеком. Но я могу сказать вам, что из-за доброты человека обманывают. То есть добрых людей чаще обманывают, чем недобрых людей. Нужно быть милосердным. Отвечаю, милосердных очень часто обворовывают другие люди. Почему они это делают? Потому что видят, что человек хочет дать, он милосердный, он добрый, значит его необходимо обмануть. Искренним необходимо быть честным. Искренними пользуются, честных обманывают. Тут же возникает вопрос, так что необходимо быть плохим теперь человеком, необходимо никого не любить, необходимо быть не добрым, а злым, необходимо быть не милосердным, а жестоким, необходимо быть хитрым и неискренним. И мой ответ такой. Я считаю, что и первое, и второе это две стороны. Быть неискренним, быть добрым – это все две стороны. Но существует третья сторона. Третья сторона, она обозначается как элемент адвайты или недвойственности. Или по-другому, как я ее начал называть, безразличие. Таким образом, безразличие считается единственным качеством, которое может привести человека к тому, что он становится хорошим человеком. А что это такое? И как можно развить свое персональное безразличие? Вот смотрите, моя жена хочет что-то, и моя теща, допустим, что-то хочет. Они вместе живут. И моя жена говорит, давай мы мою тещу как-нибудь наругаем, потому что она не слушается. После чего теща говорит, давай мы твою жену наругаем, она не слушается. И скажите, каким я должен быть? Милосердным или злым? Или чью сторону я должен занять? Ну, смотрите, если я займу сторону своей жены, то я буду против второй стороны. Если займу вторую сторону, то буду против первой стороны. Тогда скажите, какую сторону я должен выбрать для того, чтобы остаться хорошим человеком? Естественно, единственная сторона, которая у меня должна быть, это сторона, которая называется безразличие. То есть я должен быть к этому безразличен. Но тогда сразу же вопрос возникает. В случае, если человек безразличен, то как он может это сделать? И здесь есть три метода, которые могут помочь человеку быть безразличным человеком. Первое. Я ни при чем. Это определенные слова, которые обозначают божественное правило того, что каждый человек должен работать сам с собой, не обвиняя окружающих людей. А также в том, что одна хочет наказать другую, я ни при чем. Поэтому считаю для себя это ненужным, и втягивать человека, который не должен быть рефери или судьей, для тех людей, которые он любит. Единственное, что может человек сделать, это не быть человеком, который должен всех мирить или разделять. Он должен быть просто адвайтичным к этому всему и научиться говорить слова «я ни при чем». Тем самым слово «ни при чем», не обвиняя окружающих людей, поможет этому человеку быть самим собой. Очень часто людям говорят, ты должен быть таким. Человек должен произнести, я ни при чем. Почему? Очень часто люди, не находя в себе спокойствия, не находя в себе внутреннего равновесия, внутренней радости или внутреннего удовольствия, начинают искать, кто же виноват в их внутренних проявлениях, и начинают искать это во внешнем мире. То есть они думают, что будучи
Если люди, которые вокруг них находятся, будут такими, как он или она думает, то тогда внутренний мир этого человека будет хорошо себя чувствовать. И это очень большая ложь. Так как бы эти люди себя не вели, все равно что-то будет раздражать этого человека до того момента, пока он в середине себя не найдет свою персональную сердечную радость и персональное внутреннее спокойствие. Таким образом, когда человек думает, что необходимо все вокруг себя изменить, и тогда изменится все в середине человека, является ложью. Именно поэтому, когда человек другой говорит: я беспокойный, я нервный, но я хочу, чтобы ты был вот таким-то, то необходимо просто этому человеку сказать: а для чего я должен быть таким? Ведь я в середине себя чувствую себя хорошо. То есть ты хочешь, чтобы я был таким, чтобы был таким, как ты, но мне не хочется быть таким, как ты, так как я являюсь сам собой. Можно я буду оставаться самим собой? Далее. Я не против, я ни за кого. Сейчас, когда было... Вы знаете, что очень часто людей разделяют. Христиане говорят о том, что не христиане плохие. Мусульмане говорят о том, что не мусульмане плохие. Там, скорее всего, те, кто за одну партию, против тех, кто за другую партию. Таким образом, весь мир богатый против бедных, бедные против богатых, умные против глупых, больные против здоровых, здоровые против больных, зараженные против незараженных и так далее. Таким образом, весь мир его пытается разделить. А разделение происходит путем втягивания. То есть человека начинают специально втягивать. Его начинают втягивать, и человек не может сдаться. То есть человека начинают убеждать, что если ты будешь за вот это, то это обязательно поможет, изменит и так далее. Но дело в том, что существует такой принцип. Этот принцип звучит так: я ни за кого. Я ни за кого обозначает, что у человека есть право добровольного внутреннего выбора. И этот выбор имеет право быть нейтральным. Я хочу вам сказать, что единственный выбор человека, когда на него кто-то начинает влиять, этот единственный выбор человека является в словах «я ни при чем», а также «я ни за кого». Таким образом, человек имеет право быть в нейтралитете. В нашем Советском Союзе, в котором мы жили, было такое понятие «воздержался». Тем самым и ни за, ни против, и воздержавшийся. Воздержавшийся, соблюдающий дипломатический нейтралитет, это основная задача человека, который живет в этом социуме. То есть он не против всех, он не за всех, он просто воздержался и соблюдает определенный нейтралитет. Отстранение от сострадания. Я считаю, что сострадание является преимуществом. Я считаю, что человек, сострадающий другому человеку, ставит себя выше над человеком. А закон говорит, что перед Богом все равны. Таким образом, сострадая бедному, человек сострадает с позиции, что я богатый, он такой несчастный и бедный. А кто тебе разрешил делать этого человека несчастным? Ты думаешь, что твои, или человек, скорее всего, думает, что твои деньги ставят выше тебя, чем этого бедного и несчастного человека. И это заблуждение, потому что бедный, что богатый, они одинаковые, так как все сделаны по образу и подобию Божьему. И бедные, и богатые одинаковые, и злые, и добрые одинаковые, и нищие, и какие-либо одинаковые, и больные, и здоровые одинаковые, все по образу и подобию. Именно поэтому элемент сострадания является качеством угнетения человека, которому сострадают. Я считаю, что сострадать человек не должен. Он не должен сострадать, потому что не должен ставить себя выше тех людей, которым он сострадает. Почему? Нельзя нарушать божественный закон, что перед Богом все равны. Дальше. Нужно ли давать свои деньги в виде помощи другим людям? Ответ мой такой. Скажите, для чего созданы деньги? Давайте я отвечу. Деньги созданы человеком для того, чтобы что-то за эти деньги покупать. Таким образом, деньги являются элементом, за который можно приобрести какой-либо товар. Информационный товар, допустим, вещи какие-либо купить, продукты питания. То есть это то, за что что-то можно купить. И тут такой вопрос сразу же.
Когда, допустим, вы помогаете деньгами больному человеку, то скажите, что вы у него покупаете? Давайте я вам отвечу. Вы покупаете часть болезни. Вы покупаете часть неприятности. А как же можно помогать? Вот если вы хотите помочь, то делайте это не деньгами. Приобретите, допустим, продукты и дайте эти продукты. Приобретите имущество и дайте имущество. Вот так работает. В случае, если вы даете просто деньги больному ребенку, то тогда вы покупаете что-то у него. И вот то, что вы купите, это в дальнейшем будет являться вашим. Не всегда вы купите радость. Очень часто вы купите как раз проблему для себя, который очень успешно, это человек, которому необходима помощь, с вами поделится. Поэтому деньги, которые имеют функцию что-либо покупать, не предназначены к тому, чтобы вы помогали деньгами людям, которым эти деньги необходимы. Эти методы необходимы, чтобы раскопать в себе возможность определить, где же вы настоящие, без навязанных вам стереотипов поведения, которые были навязаны вам обществом. Когда человек находит себя, он находит любовь к себе. Очень часто, если не находит, то любви к нему не будет, а будет бесконечное желание подстраиваться под мнение другого человека или под чувства других людей. Именно поэтому 3 слова «я ни при чем», «я не против», а также отстранение от сострадания позволяют человеку в дальнейшем найти то, что называется обожание себя и любовь к самому себе. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Я уже 7 лет с 13-летним сыном живу одна. Пожалуйста, подскажите мне, наконец-то, когда-нибудь решится вопрос суда моего дома? Решится. Я с партнером Даурия хотим открыть школу развития человека по вашей философии в Литве. А я вам не давал на это разрешение. Зачем у меня воровать это? Теперь открыли академию для позитива и назвали Феникс. Можем к вам обращаться. Почему вы решили, что вы это можете делать? Мы делаем по чуть-чуть переводы и людям нравится. Очень хотим посвятить свое время для развития школы Кайлас в Литве. Получится ли нам? Хочется знать, с чего точно начать. Вам нужно точно начать с того, чтобы у меня попросить разрешения это делать. Так как это направление, оно мое. А если вы собираетесь развивать людей по моей философии, то вам необходимо обязательно у меня узнать, я этого хочу или нет. Почему я решил делать именно так? Дело в том, что те люди, которые собираются у меня преподавать, это люди должны быть исключительного склада характера. И если человек думает, что он может помогать другому человеку, то этот человек должен быть не хапугой, этот человек должен быть человеком в команде. Этот человек должен быть человеком, который будет стараться даже не столько работать, а сколько служить тем людям, с которыми он собирается работать. И здесь очень важно, очень много моментов, внутренние качества. На школе нашей нельзя заработать. Это такая особенность, у вас не получится. Но можно ли заработать на преподавании? В тот момент, когда я сделаю все для того, чтобы ученики стали преподавателями, я об этом обязательно заявление такое дам. Читала, что по феншую нельзя, чтобы в унитаз стоял напротив входной двери и напротив кровати. Что вы об этом думаете? У нас по планировке унитаз напротив двери. Я считаю, что это абсолютная глупость. Не важно, где стоит унитаз, важно, какое теплое или холодное отношение друг к другу у вас есть в квартире. Читайте мантру Амкате Викатероса Грасамани Соха для того, чтобы у вас в семье все было очень тепло. Сейчас поблагодарила вас. В апреле этого года купила ваши коды, передышала 3 дня, и вот чудо. Мне предложили работу в Москве, сама живу в Татарстане. И уже здесь устроилась на работу. Не знаю, как быть. Подскажите мне, пожалуйста, где мне лучше работать? В Москве или в Татарстане? Вам лучше оставаться в Татарстане. У вас будет лучшая жизнь. Все будет супер. 4-ю ступень это просто фантастика. Остался один вопрос. Какие темы не стоит обсуждать с духовным именем? Любые темы можно обсуждать. Если я против межрасовых браков, как проявлять адвайту? Если вы против межрасовых браков, то вы должны сказать, что вы ни при чем. Вы ни при чем до того момента, как вам проявлять межрасовую сопротивление. В случае, если это по отношению к вам, допустим, мужчина, который с вами хочет начать жить, и он другой расы, то вы имеете право об этом сказать ему и на себя это, к себе это не применять.
В случае, если это вас не касается, то это тире вас не касается, потому что это касается того человека, кто принимает такое решение. Подскажите, пожалуйста, это жизнь человека, и эту жизнь человек проживает сам для себя, индивидуально свою. Когда человек говорит, все должны делать так, это ложь. Почему? Ну, минимально человек для того, чтобы всем людям сказать, давайте жить так, должен быть для них примером, должен сам чувствовать свое внутреннее счастье. Тогда он имеет право это делать. Читаю заклинание «Месяц». Эффект яркий, дает только от лени. Заклинание из вашей книги. Возможно ли остальные просто не подходят и нужно заменить на другие? Или возможно что-то другое? Читать заклинания должны только исключительно люди, которые закончили мою первую ступень. В случае, если люди не закончили первую ступень, то обычно заклинание не работает. Также по поводу эзотерических практик моей школы, я могу сказать, что большинство практик моей школы максимально работают с человеком 1 год. Если он это где-либо скачал, а также каким-то образом взял, не рассчитавшись со мной. Таким образом, в случае, если он взял и не рассчитался со мной, то он, скорее всего, в дальнейшем будет тратить время просто напрасно. И плавно эти эзотерические практики перестанут с ним работать. Поэтому все ваши бесплатники, а также все, кто своровал это или скачал это где-нибудь на складчиках, к сожалению, не теряйте время даром. Покупайте первую ступень, проходите ее полноценно, используйте полноценно практики. Как вы относитесь к программе Международного эзотерического центра? Никогда не слышал. Парапсихология как наука для естественного исцеления, очищения, восстановления, омоложения всех систем организма. В общем-то и не реклама, да? Я уже 7 лет. Как вылечить испух у ребенка? Для того, чтобы вылечить испух у ребенка, вам понадобится вода. Вы должны взять стакан с водой, не надо никакая священная, там, обычной воды. И после этого, когда ребенок не будет ждать, вы должны подойти к нему, позвать его, и когда он к вам повернется, вы должны взять воду и брызнуть ему в лицо, чтобы он испугался. После этого взять его правую ладонь и очень сильно туда плюнуть, и левой рукой, пальцем указательным в ладони это поводить. После этого он должен пойти и смыть воду, помыв руки с мылом. А вы должны плюнуть еще через левое плечо. Таким образом испух у ребенка исчезает навсегда. После прохождения сангая приснился сон. В теле появилась маленькая дырочка. Из дырочки торчали тоненькая серебряная ниточка, которую я вытянула. Что это могло быть? Это могло быть какая-то ворожба в вашу сторону. Вы ее устранили. Вопрос, если делать практику лечения свечами и ваджей, не сжигаются ли коды и символы, которые я ставлю? Не сжигаются. Символы ставятся, мы представляем, будто они стоят перед нами, а на самом деле символы ставятся в середине нашего сердца. Хочу вас пригласить на сангая, который у нас будет происходить завтра. Это сангая, на котором мы будем отрабатывать символы Sunshine Kokon, включая новые символы Sunshine Kokon. Также там будут символы для увеличения успеха, обретения могущества, увеличения, стать знаменитым, стать еще каким-либо, стать музыкантом, поэтом, творцом, богатым, министром, банкиром и там кем угодно. Это все символы, которые мы будем наблюдать. Под каждый символ я дам определенный код. И мы будем смотреть на символы и дышать кодами. И так 2 часа. Таким образом, завтра вы сможете отработать то, что называется быть в дальнейшем богатым, успешным, еще каким-либо человеком. Я ученица школы Кайлас. Вопрос. Если делать практику лечения свечами и ваджей, не сжигаются. Программы читала по феншуй, нельзя, чтобы унитаз ответил. Что это вы одно и то же пишете? Вы говорили, если у человека есть сильные страдания от нехватки любви в жизни, то читать мантры, слушать шумы и совершать обряды для привлечения любви не только не помогут, но и навредит. Тогда как быть? Проходить первую ступень школы Кайлас. Там я все объясняю. Как очистить квартиру, в которой около месяца лежал мертвый человек? Купили квартиру, потом узнали, что там жили люди, которые пили алкоголь. Хотелось бы очистить квартиру полностью. Я маленький ребенок, переживаю, что энергия никакая, ничего не перешла. Делайте все, как я обучаю на первой ступени. Обвели пальцем, можно мантры почитать. Ом Абихнета Тритахум Пхет, подуть свечкой, палочкой ароматической.
Есть даже палочки у нас ароматические, называются очищение пространства. Можно приобрести, они на основе трав, которые чистят пространство, там полынь, череда, люпин. Приобрела у вас на сайте, прошла первую ступень. Вами лично первую ступень, сейчас прохожу вторую. Как быть с заклинаниями? С вами будут работать, можете читать. Когда ожидается продолжение «Ваджарное сердце», аэропорт? Как только я ее напишу, так сразу же я ее напечатаю. Скажите, вам понравилась моя книга «Ваджарное сердце»? Мне она очень дорого. Она вызывает... Я могу сказать, что это любимая моя книга, которую я когда-либо написал. Она действительно получила частицу моей, наверное, внутренней любви. Такой очень приятно. Она читается очень приятно. Очищаю, запечатываю помещение, как вы учили. У меня 4 детей, второй сын жалуется, что во сне какие-то существа к нему приходят. И мучает его, жалуется, что Баба Яга его скидывает с лестницы, бьет не один раз. Девочка жалуется, что во сне приходят много злых людей, причем все регулярно падают. Читайте мантру Ом Кате Викате Роса Грасамани Соха. Ом Кате Викате Роса Грасамани Соха. И все это уберется у вас. Дальше. Сексуальность. Есть ли в ней необходимость? Это сегодняшняя тема номер 6. Я бы хотел ее обсудить. Есть необходимость сексуальности или нет? В свое время Оша Пражниша, он сказал о том, что сексуальность это необходимо, секс это основа, без секса не бывает ничего у человека, если нет секса, то нет реализации и так далее. Я могу сказать обратное. Если у человека много секса, он становится ленивым и ничего не хочет после этого делать. Если у мужчины очень много женщин, и эти женщины меняются, он становится потом очень уставшим, ничего не хочет делать и ни к чему не стремится. Секс это то, что заставляет человека стремиться к чему-либо, неимение такого заставляет человека трудиться, стремиться к чему-то и так далее. Это та действующая сила, которая может человека толкать на что-либо, хоть на какие-либо действия. Сексуальность для женщины. Сексуальность для женщины это ловушка женщины. Она своей сексуальностью ловит мужчину. Что такое сексуальность в глазах мужчины? Сексуальность в глазах мужчины это грудь женская, это ее попа, это красивая одежда на ней, это красиво накрашенные глаза, ухоженные волосы, хороший запах, красивые ногти, красивая одежда. Это все является сексуальностью. Как ее развить сексуальность? Очень часто нужна ли такая сексуальность для женщины? Ну, которая находится в поиске полового партнера для зарабатывания денег необходимо. Или же ищет просто мужчину, с которым она хочет прожить, тоже необходимо. Для мужчин сексуальность. Я считаю, что для мужчин слово сексуальность и извращенность это одни и те же слова. Я считаю, что мужчина, который стремится выглядеть сексуально, а также взращивает в себе сексуальность, становится похожим на гомосексуалиста, и в дальнейшем такой мужчина может быть очень неинтересным. Считаю, что сексуальность это элемент, мое мнение, сексуальность это элемент неудовлетворенности, так как удовлетворенность человека во всем убирает желание пользоваться сексуальностью. Не стоит путать сексуальность с красотой. Очень часто люди почему-то путают эти два слова. Они считают, что если женщина сексуальная, то это подразумевается, что она красивая. Нет. Сексуальная это та женщина, на которую смотрит другой мужчина и готов с ней лечь в постель или желает ею завладеть. Почему мужчинам не подходит? Потому что в случае, если женщина смотрит на мужчину и желает им завладеть, то одно из двух. Либо у мужчины плохо что-то, либо у этой женщины что-то не то с ориентацией, не знаю, с чем-то еще. Могут ли некрасивые женщины увеличить свою сексуальность, чтобы их желали? Ответ такой: да. Каким образом? Сейчас существуют пластические хирурги, и мы часто видим, как некрасивые женщины, прибегая к пластическим хирургам, становятся сексуальными, увеличивая свои половые признаки. Любое же кривляние женщины, по моему мнению, приводит часто мужчин в недоумение, так как это часто похоже на кривляние женщины. Это томный голос, это какое-то там сжиманництво, это там вытаращивание глаз, это какие-то желания ходить голой, там, то, что вот набредили в большинстве своем сексологи, которые продвигали тему какой-то мнимой сексуальности.
Я считаю, что борьба за сексуальность или желание стать сексуальной свойственна женщине, которая на этой сексуальности пытается заработать деньги. То есть быть той женщиной, которую хочет мужчина, тогда количество мужчин, которые ее хочет, увеличивается, тогда количество клиентов у нее увеличивается, они хотят за ее сексуальность платить большие деньги, они платят ей деньги, пользуясь ей. Но это история проституции. Если метод нравится людям, ответ такой: метод есть. Хотите, я его сегодня вам дам. Существует древняя тантра. Эта древняя тантра, я ее не дам законченной, но в том виде, в которой я ее дам, она тоже работает. Цель ее совершенно другая, но она связана с тем, чтобы нравиться. Нравится ради чего? Вы знаете, сексуальность ограничивает. Обычно в случае, если женщина борется за сексуальность, то в итоге, когда она получает партнера своего, то ей эта сексуальность уже не нужна. Потому что партнер и так будет ей пользоваться, такой женщиной. Если метод нравится людям, я считаю, что если есть выбор выбирать развитие сексуальности или развитие качества нравится людям, то есть смысл развивать у себя качество нравится людям, окружающим тебя. За что? Это может быть качество любви за душу, за сердце, за внешние признаки, за внутренние признаки, за то, что человек есть. Бывает банально ни за что нравится человек. Так вот, научиться или научить, или включить в себе этот механизм, который позволит вам нравиться людям, которые окружают вас, это очень полезно. Почему полезно? Потому что вы начинаете нравиться мужьям и женам, вы начинаете нравиться детям, соседям, людям, которые живут на улице, людям, которые живут в помещениях, не людям, там, животным или еще кому-то. Итак, как же его выполнять, этот метод? Он очень простой, запомните его. Когда бы вы где ни находились, всегда слушая музыку, делайте так, чтобы в середине вашей души и сердца вы представляли, как там танцует под эту музыку красивый танец, красивая женщина. Конец. Таким образом, если музыка красивая и вы представляете, как во время этого у вас в вашей груди танцует женщина, это приведет вас к тому, что у вас, скорее всего, появится паранормальная способность сделать так, чтобы окружающие люди вас обожали, любили и очень хорошо к вам относились, а вы начнете им нравиться. Нелли Шнайдер пишет: очень понравилась книга «Ваджарное сердце». Хочется перечитывать, используют дыхательные практики, которые в ней описываются. Душевная. Спасибо. Андрей Андреевич, извините за каламбур. Это я прошла первую, подаренную вами, и теперь прохожу вторую. Заклинание приобретала у вас, но при чтении месяц ярко супер срабатывает от лени, как быть. Спасибо, все эти огромные знания. Пожалуйста, друзья мои, лень не является для эзотерика качеством. Лень является для эзотериков временной потерей психической энергии. Если вам лень читать заклинания, это говорит о том, что вы потеряли психическую энергию. Тогда вы должны прекратить читать заклинания, так как если вы будете их продолжать читать, вы будете брать энергию из середины своего тела. То есть жизненную энергию, физическую. Этого делать ни в коем случае нельзя. И вы должны нарабатывать психическую энергию, которая возникает в тот момент, когда человек получает от чего-либо удовольствие. Дальше очень часто спрашивают, как успокоить свое сознание. Я сегодня вам хочу дать тибетский метод, который называется метод медитации с успокоением своего сознания. Сидя с закрытыми глазами, желательно вечером, вы должны медленно, поднимая руку, прикасаться с закрытыми глазами, очень-очень медленно, безымянным пальцем к колбу. После этого медленно ложить свою руку обратно себе на колено. И после этого сделать за час так не больше 10 раз. Таким образом, очень-очень медленно опуская руку и очень-очень медленно поднимая руку, прикладывая безымянный палец к своему лбу, вы обретете то, что я называю успокоенное сознание. В случае, если вы не можете успокоиться, один раз попрактикуйте данную практику, даже сегодня вечером, и с завтрашнего дня вы вдруг начнете видеть, как вы очень быстро успокаиваетесь, как вы не раздражаетесь, как близкие перестают вас
раздражать, как никто вас не гневит, как исчезает у вас тревога, страхи, гнев, печаль и нервные состояния и так далее. Один из самых удивительных медитативных методов или медитаций, или вот можно их назвать медитационных практик, который поможет вам привести себя в очень нормальное состояние, научившись взять под власть ваше сознание и чувства. Еще один метод, о котором я хотел бы сегодня вам рассказать, это как сделать так, чтобы мир начал давать человеку намного больше, чем человек сейчас получает. Выполнять его очень просто. Выполняется он один раз в день, ровно 365 дней. Если вы начнете его делать сегодня, то вы должны его сделать каждый день на протяжении всего года. После этого мир откроет для вас все горизонты, а на протяжении года вы будете чувствовать, как данная практика влияет на вас. Она делается очень легко, но могу сказать, несмотря на ее вот такую веселость, она имеет очень яркое качество быть очень эффективной. Очень часто у человека ничего в жизни не происходит, и это связано с тем, что что-то в жизни повлияло на то, что в нем, в самом человеке появился паттерн или появилась какая-то закорлючка или, я не знаю, там где-то какой-то засор, который мешает человеку сделать так, чтобы мир начал давать ему как можно больше всего. Ну и получается, человек живет только либо по средствам, или живет как получится, или там выживает и так далее. И для того, чтобы это изменить, как бы вырваться из оков невезения, из оков нищеты, из оков каких-то там абсолютного, возможно, даже ужаса, невезения. И была создана мной данная практика. На самом деле она не создана мной. Она создана совершенно другими людьми. Я ее дам в формате тибетских практик, которые я буду читать в следующий четверг. Я, кстати, еще раз приглашаю вас на вебинар, который будет проходить в четверг на следующей неделе. Он будет называться «Тибетская магия». И там данная практика, я ее тоже буду давать. Итак, что необходимо сделать? Необходимо, первое, это очень важно, необходимо пить чай. И чай должен быть обязательно сладкий, а также черный. Причем сладкий, вкусный, так, чтобы вам очень нравится. Желательно утром проснуться, после этого не начинать с чая, покушать что-нибудь, сходить в туалет, помыться, умыться, почистить зубы. После чего, когда уже вы готовы выходить на работу, не торопясь, сесть перед своим окном или взять чашечку кофе или чая. Но здесь в практике необходимо брать исключительно чай. Он должен быть темного цвета, сладким. В него можно добавить вместо сахара мед, потому что это еще лучше. И после этого, глядя в окно, так, чтобы было видно проекция мира, в которую вы смотрите, необходимо сделать, попили чая, после этого необходимо сделать вот так вот руками и сказать несколько слов следующих. Мир, я разрешаю тебе давать мне. Вот так делается. Мир, я разрешаю тебе давать мне. Мир, я разрешаю тебе давать мне. Мир, я разрешаю тебе давать мне. И таким образом, допивая чай, после этого вы уходите. Выполнять необходимо 365 дней. Это откроет вам дороги, которые приведут вас к тому, чтобы вы были очень-очень успешными. Вы таким образом даете разрешения, которые никогда в жизни не давали этому миру. И мир во всех своих прекрасных проявлениях начнет проявлять себя по отношению к вам. Так как сейчас этот мир считает, что вы для него являетесь опасным. Почему опасным? Вспомните, когда это формировалось. Когда вы дулись, не здоровались с людьми, когда ходили насупленные, когда пытались всячески испугать этот мир криками, нервными, вытаращенными глазами, вредностью, еще чем-то. Мир привык видеть вас, агрессивное существо, что можно исправить при помощи вот такой практики. Андрей Андреевич, как вам показывать чек об оплате, когда внесли пожертвования? Что нужно прислать и куда, чтобы подтвердили, что оплатили? Ничего не нужно. Вы можете, я не занимаюсь этим. Если у вас есть пожертвования, если у вас есть благодарности какие-то или еще что-то, вы должны написать в службу поддержки. Сейчас развелось, нельзя так говорить, разводятся только насекомые. Сейчас есть ряд людей, которые делают так. Они отправляют мне для них достаточно большую сумму денег, допустим, $100. И после этого пишут: Андрей Андреевич, мне надо ваша помощь, я отправила $100, давайте помогать. То есть они мне ставят перед фактом. Хочу вам сказать, не делайте так.
Дело в том, что я не нуждаюсь в 100 долларах, которые мне отправляет человек. И если я занят, то выполнять ту работу, которую хочет, чтобы человек хочет, чтобы я сделал, я ее не сделаю. Почему? Данный человек не является моим работодателем. Почему? У меня нет работодателей. То есть, если я у кого-то деньги и беру, то это за выполненную работу. В случае, если человек ставит мне работу и после этого дает какие-то определенные деньги, и я не даю согласия, то есть такой вариант, что я эту работу выполнять не стану. Вообще, я живу по принципу абсолютной возможности быть абсолютно свободным человеком. Поэтому я вправе сам выбирать, когда я хочу принимать, кого я хочу принимать я принимать или не хочу я работать или не хочу. Хочу я любить или не хочу, это мое право, и это мое персональное право, которое является для меня основой моего, наверное, внутреннего мира. Поэтому, когда человек говорит, на тебе 100 долларов, давай подсуетись, могу сказать, что этого немного. Ну, и не нужно отсылать большие суммы. В течение дня я зарабатываю суммы намного больше, чем эти деньги. Но это не сказал, чтобы мне слали деньги. Слышите, я сумасшедший человек. Один из тех сумасшедших людей, которые говорят, что мне деньги слать не нужно. Вот это да. Другие эзотерические руководители говорят наоборот. О, у нас пошла реклама. Сколько раз эту практику делать, сколько дней повторять слова. Уже все сказал. Сейчас работаю в организации, которая скоро закроется. Хочу вернуться на работу в фирму, в которой я раньше работала. Стоит ли это делать или нет? Стоит. Сколько раз необходимо повторять фразу «Мир, я разрешаю тебе давать мне»? 3 раза. Утром 365 дней подряд. Скажите, пожалуйста, в какой профессии я буду счастливой? Александра поблагодарила. Если эта работа будет связана с текстилем и одеждой, будете счастливы. От продажи до изготовления, от продажи текстиля, там все будет хорошо получаться. Подскажите, как мне быть чуть-чуть на юридической, вроде бы нравится, но не считаю это своим призванием, так как меня тянет очень сильно к творческой профессии, связанной с публичными выступлениями. У меня есть артистические способности, не могу пойти учиться, у меня нет связи и денег, чтобы там реализоваться. Скажите, пожалуйста, что делать? Не торопиться, вот что необходимо делать, не торопиться делать выводы. Закончите юридический институт, заработайте деньги, после этого создайте свой театр сами, после этого сможете реализоваться. Вы еще молодой мужчина, куда вы торопитесь? Вообще хочу вам сказать, жить не торопитесь, все станет как вам необходимо. Я школу свою открыл, уже возраст был там у меня в районе 40 лет. Подскажите по теме шестой фантазии партнера засоряет кокон? Да. Можно ли во время процесса кормления грудью читать коды? Можно и нужно. Также, если вы беременная женщина, вы должны знать, 9 месяцев женщина имеет определенную ситху. Если она в течение этих 9 месяцев о чем-то мечтает, то это обязательно у нее исполняется. А на балконе пить открытый можно чай? Вид классный, конечно можно. Скажите, когда читаешь коды, нужно обязательно раскачиваться? Обязательно. Андрей Андреевич, подскажите, после вчерашнего обряда очень плохо спала, с чем это связано? Может ли, что неправильно что-то сделала? Должны плохо спать. Сейчас работаю в организации, которая скоро закроется. Хочу вернуться на работу. Стоит ли это делать? Стоит. Подскажите, отвечаю на одни и те же вопросы. Как вы правы во всем? Мне 57, я не бум-бум. Сколько же всего вы даете? 9 лет сауну держала с мужем, но клиенты закончились. Вот иконы вышивала бисером, сижу на грядках и слушаю вас. Где найти еще свое я? Подскажете? Ничего не понял, что вы сказали. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Можно ли во время процесса кормления грудью ребенка читать коды? Можно. Обращалась по поводу избавления от алкоголизма. Племянница оплатила, вы обещали помочь. Прошло 1,5 года, а результата нет. Могли бы вы сказать, в чем причина? В случае, если это не помогло, вы должны связаться со мной по вайберу, и я готов вернуть вам деньги. Причина тоже бывает. И по вайберу мы это обсудим. Андрей Андреевич, я сегодня нашла 2 4-листных клевера на поляне. Это к чему? Это говорит о том, что вам повезет. Вы найдете, скорее всего, любимого мужчину. По теме шестой фантазии партнеры засоряются кокон. Засоряются, повторяю 2-й раз.
Как правильно эзотерически рисовать дома дизайнерам, архитекторам, чтобы они воплощали жизнь? Ну, есть метод, я его не готов дать бесплатно. 7 лет назад муж ушел из семьи, родив на стороне ребенка. После этого не могу найти хорошего мужчину, но очень хочу полноценные отношения, семью. Подскажи, пожалуйста, какой код лучше читать для этого? Смогли бы найти любовь? Вы должны сказать себе, что я не прощаю этого человека, пошел он в жопу, подлец. И после этого быстро найдете. Но не мстить, не думать, не страдать, ничего этого нельзя делать. Тогда все найдете. У меня есть банковские кредитные карточки, деньги выбраны. Посоветуйте, какой шум приобрести первым для отдачи долгов и привлечения денег. Самое хорошее, что человек может сделать, это начать что-то создавать. Создавать работу для других людей, создавать бизнес, делать или открывать какие-либо предприятия, делать инфобизнес. Это будет наполнять карточку. Также я очень рекомендую пройти вторую ступень или первую ступень. Там я даю коды материального благополучия. Эзотериков бедных не бывает. У нас есть Sunshine Кокон, там есть комментарии такие. Человек есть, который прошел Sunshine Кокон. Девочка целый год отрабатывала эти символы. На протяжении года стала главой очень крупной компании. На сегодняшний день говорит, что это один из самых лучших эзотерических систем, которые когда-либо вообще знала. Из грязи в князи. И говорит, что и мужа нашла, и богатой стала. Но было в течение года очень сложно. Подскажите, как эзотерически убрать грыжу новорожденного малышки 1 месяц. Берете, скатываете грыжу, вот так зубами над грыжой цокаете. После этого вот так облизываете, тоже не прикасаясь. И после этого вот так назад сплевываете. После этого представляете, будто вы как бы иголкой и ниткой сшиваете это все. Вновь сжимаете и делаете так. И так делайте каждый день. Делайте 10 дней, после этого грыжа исчезает до года. А вообще могу сказать, что если грыжа у ребенка новорожденного, то ставить такой диагноз нельзя. Грыжа у новорожденного до 3 лет исчезает сама. Ну вот такие поклацывания, они тоже очень помогают. В виде чего вы их видите, как видите проблемы или перспективы? Расскажите, пожалуйста, как вы видите людей на расстоянии. В виде чего вы их видите? В виде людей. Вы видите их проблемы или перспективы? По вопросу могу сказать, покажите их проблемы, перспективы, покажите элементы радости. Это дар врожденный, наработанный. В моем случае, скорее всего, наработанный. Спасибо за знания, спасибо, всех благ. Пожалуйста. Добрый вечер, подскажите, как скоро выйду замуж? Скажите, пожалуйста, как трактуется понятие кармическая болезнь? Я такие понятия не давал никогда, не знаю, что такое кармическая болезнь. Спрашивайте у тех, кто вам эти понятия навязывает. Работаю юристом, но хочу изменить жизнь. Подскажите, в какой сфере найду счастье? Ищите счастье. Зачем вы задаете мне эти вопросы? Ну что, на этом наш вебинар закончен. Большое спасибо. Сегодня я вам дал такую информацию. Я ответил на следующие вопросы. Я начал говорить в самом начале и рассказал о том, что каждое делание должно иметь направление. И именно направление нашего делания, оно обычно приводит человека к появлению радости. Также я начал рассказывать о том, можно ли слушать самого себя. Рассказал о конструктивном и деструктивном состоянии нашей души, к чему прислушиваться, к чему это может привести. Также я дал вам советы, что делать в случае, если вы все потеряли, находитесь на сегодняшний день в глубокой засаде с отсутствием денег, внимания, любви, везения и так далее. Также я объяснил, можно ли принять мир таким, какой он есть, а также нужно ли быть хорошим человеком. Рассказал о 3 концепциях Адвайты, это «я ни при чем, я не против» и «отстранение от сострадания». Также рассказал, что не стоит покупать чужие проблемы за свои собственные деньги. Также объяснил, что такое сексуальность, необходима она или нет необходимости. Также дал вам сегодня 2 обряда. Это обряд успокоить свое сознание с безымянным пальцем. А также рассказал, как сделать так, чтобы мир начал давать человеку намного больше, чем человек сейчас получает. С вами был Андрей Дуйко. До свидания.